Я хотел записать видео о 23 плюсах одноразового питания. Это не совсем диета, это интервальное голодание. Вы голодаете 23 часа и потом едите 1 час. И да, люди любят поесть, но это не проблема. Допустим, вы идете на мероприятие или на ужин с друзьями, тогда и поедите. Вы с друзьями. Это не то же, что сидеть в ресторане над пустой тарелкой. Ни к чему страдать, но давайте о плюсах. Во-первых, это большая экономия. Если вы едите только 1 раз в день, вы экономите минимум $600 в месяц только на этом. Еще это сэкономит время. Его можно потратить на полезные дела. Большинство тратит много времени на еду и приготовление. На это уходит много усилий. Номер 3. Улучшение пищеварения. Вы дадите отдых желчному пузырю. Еще отдохнут желудок, поджелудочная, толстая кишка. Если у вас синдром раздраженного кишечника, это поможет излечиться. Это укрепляет иммунитет. Еще это вводит тело в состояние так называемой аутофагии, то есть переработки мусорного и поврежденного белка и превращения его в новую ткань. При аутофагии также перерабатываются вирусы, грибок, плесень, кандида. Это тоже поможет укрепить иммунитет. Можно сказать, что вы укрепляете иммунную систему. Вы проживете дольше, и это здорово. Голод будет намного слабее. Кажется, что без еды вы будете постоянно голодны, но когда вы полностью адаптируетесь к сжиганию жира, чувство голода уйдет. Исчезает тяга к разной еде. Голодать станет очень легко, но, конечно, потребуется время, чтобы войти в кетоз. Зато в кетозе вас не будет тянуть на то и на сё. Улучшение кожи. Аутофагия противодействует старению. Ваша кожа станет более гладкой и молодой. Больше энергии. Вы будете гораздо энергичнее. 11. Улучшение настроения. Если вы в депрессии или тревожитесь, поймите, что причина в уровне сахара в крови. Когда он будет взят под контроль, ваше настроение улучшится, станет гораздо лучше. 12. Улучшение когнитивных функций. Голодание поможет против слабоумия, улучшит память, сосредоточенность внимания. Все это станет лучше. 13. Уменьшение воспалений. Если у вас бурсит, тендинит, артрит или даже ревматоидный артрит, голодание вам очень поможет. Снижение артериального давления. Высокий инсулин повышает давление, а раз эта программа снизит инсулин, то давление тоже понизится. 15. Болезни сердца. Если вы хотите улучшить состояние артерий, то интервальное голодание поможет больше, чем что-либо еще. Если все делать наоборот, если у вас высокий инсулин, инсулинорезистентность, диабет, то у вас будет много проблем с артериями. Номер 16. Борьба со слабоумием. Это связано с когнитивной функцией. 17. Интервальное голодание помогает при диабете. Оно может даже предотвратить диабет. Оно помогает с преддиабетом, то есть инсулинорезистентностью. Оно даже поможет с гипогликемией, а то и излечит ее. А она есть у многих, хотя они об этом не подозревают. 18. Такой режим полезен при жирной печени. Вы сможете убрать жир с печени. Номер 19. Это превратит ваше тело в мощнейшую машину по сжиганию жира. Уйдет жир с живота. Живот станет плоским. Здорово, правда? 20. Вы станете дисциплинированнее, ведь такой режим питания — это как тренировка по самодисциплине, упражнения по самодисциплине. Вы станете дисциплинированнее, благодаря способности 23 часа воздерживаться от еды. Возрастает ваша сила воли, вы станете дисциплинированнее. 21. Улучшится физиология мышц, повысится их плотность. Вам может показаться, что отказ от еды ослабит мышцы, но это не так. Следуя этому режиму, вы стимулируете гормон роста, он борется со старением. И, кроме того, гормон роста предотвращает потерю мышечной ткани, что очень важно, особенно если вы хотите повысить плотность мышц и нарастить мышцы. 22. Ускорится метаболизм. Если у вас медленный метаболизм, вам нужно следовать этому режиму, чтобы наконец-то ускорить метаболизм и избавиться от жира. Номер 23. Это придаст вам ясность ума. Нередко бывает, что люди испытывают почти эйфорию, им хорошо, а потом они едят и вдруг чувствуют себя хуже. Присмотритесь к этому режиму. Это пища для размышлений. Извините за каламбур. Увидимся в следующем видео.